свое время это была одна из самых разыскиваемых заброшек во Франции. И когда вы увидите комнаты этого особняка и оставленные в нем предметы, то сразу поймете почему. Здесь проживало 5 поколений одной семьи, каждая из которых приносила роду новые заслуги и титулы. Это были политики и ученые, изобретатели и исследователи, спускающиеся в недра Земли или разыскивающие жизнь на других планетах. Они были так поглощены своей работой, что вполне неудивительно, что однажды просто забыли о своем родовом гнезде. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. Мы давно не виделись с вами и, признаться честно, очень соскучились. Сейчас мы потихоньку находим в себе силы работать над новыми выпусками. И сегодня, например, мы перенесемся во Францию, чтобы посмотреть один из, наверное, интереснейших особняков, которые мы когда-либо посещали. Компанию нам составил наш друг Роман, с которым мы поехали путешествовать по стране. За эту поездку он обязательно хотел посмотреть этот особняк, постоянно повторяя: «Вы должны его увидеть», тем самым разжигая наше любопытство. Итак, поехали! Миновав небольшой городок, мы съехали в сельскую местность и оказались меж полей и кусочков леса, иногда прячущих в себе 1-2 домика. Доехав до участка леса покрупнее, мы припарковались рядом. «Особняк вон там», — Роман указал нам на бурелом за спиной. На всякий случай, оставив Геру в машине, мы втроем отправились пробираться через заросли. Этим прохладным январским днем ярко светило солнце, и из-за смеси из тонких и частых стволов деревьев и проходящих сквозь их стену лучей света рябило в глазах. Формы особняка впереди наконец-то начали проступать, но и тут природа постаралась максимально его замаскировать. Со всех сторон здание окутала плотная паутина плюща, словно бы утягивая его в свое царство зелени и покоя. От такого вида и предчувствия, что внутри запрятана настоящая жемчужина, перехватывало дыхание. Поднявшись по запрятанным в корнях и листве ступенькам, мы оказались на высоком крыльце, откуда также со всех сторон спускалась растительность. В одном из углов мы обнаружили ухмыляющегося садового гнома, обозревающего со своего поста всех редких посетителей. Когда мы зашли внутрь, солнечный свет агрессивно ворвался в темноту и прохладу первой комнаты, тут же отозвавшейся буйством красок. Синий, красный, оранжевый, коричневый – это была библиотека. Сколько книг стояло на деревянных стеллажах от пола и почти до потолка, старых, потрепанных, с облупившимся золотым тиснением. На стеллажах под ярким красно-синим кессонным потолком стояли белые гипсовые скульптуры людей, бюсты и в полный рост, женщины и мужчины. Это были элементы декора, а может, кто-то из семьи был скульптором, и это его многочисленные работы. Или может, это скульптуры каких-то членов семьи, выполненные на заказ. Каждому предмету в этой комнате хотелось задать множество вопросов. Между стеллажей помещался камин и железная печь перед ним. Как давно это помещение не протапливалось, теперь влажность обосновалась здесь, затянув корешки книг плесневым налетом. Над камином стоял бюст темнокожего человека, завернутого в желтую мантию. Именно такие скульптуры, позже встреченные нами по всему дому, и дали название этому особняку – особняк волхвов. Кто на самом деле были эти африканские колдуны, изображенные на скульптурах? Кое-где на стеллажах можно было увидеть остатки от энтомологических коллекций жуков и прочих насекомых. Здесь же размещались и старые определители. Середину комнаты занимал стол с несколькими лежащими на нем книгами, письмами и монохромными фото. Мы мельком посмотрели их. Одна переписка шла на английском, и в ней обсуждалась возможность сделать более качественные космические снимки, а в других, уже на французском, обсуждались бытовые вопросы, такие как проблемы с производством домашнего арманьяка или право на управление автомобилем. Имена получателей были разные, но фамилия одна и та же. Высокие двери от пола до потолка и такие же окна когда-то обеспечивали хорошую освещаемость в библиотеке. Сейчас же, от обступивших здание деревьев, она погрузилась в темноту.
Гармония, величие и вкус, с которыми выполнили эту комнату, вызывали восхищение. Возможно, вы тоже хотели бы создавать уникальные функциональные пространства, где каждая деталь продумана до мелочей. Профессия дизайнера интерьеров предлагает бесконечные возможности для профессионального роста и творчества, сочетая в себе красоту, функциональность и удобство. Это не просто работа, это искусство. Дизайнер интерьеров – это специалист, который разрабатывает концепции интерьера, создает визуализации и чертежи, разбирается в инженерных коммуникациях, конструкциях зданий и отделочных материалах, знает строительное законодательство и интерьерный рынок. Начинающие дизайнеры зарабатывают от 60 тысяч рублей, с опытом от 150 и выше. Научитесь создавать дизайны жилых и коммерческих пространств на фундаментальном курсе от онлайн-школы дизайна Contented. В школе Contented акцент сделан на практике, так как главное на рынке – это ваше портфолио. За 18 месяцев обучения вы создадите проекты 5 жилых и коммерческих помещений. Освоите программы и инструменты для дизайна интерьеров, а также сможете пройти онлайн-стажировку в архитектурном бюро «Авкон», где под руководством опытных дизайнеров создадите мудборды и чертежи для настоящих проектов, тоже добавив их в свое резюме. На курсе вы сможете выбрать тариф в зависимости от того, какой уровень поддержки вам нужен. Обучение занимает в среднем 4-8 часов в неделю. И на всем пути вас будут сопровождать высококлассные специалисты, практикующие дизайнеры, реализовавшие более 1000 проектов для России и мира. Они дадут обратную связь на каждое домашнее задание, помогут с программами, направят, мотивируют и подскажут правильные решения. Карьерный центр помогает студентам найти работу или клиентов. Уже на 6-м месяце обучения у вас будет достаточно знаний и опыта, чтобы выполнить свой первый заказ. Во время обучения вы получаете аршикат в подарок, а после сдачи итоговой работы – сертификат об обучении. Школа Contented работает по образовательной лицензии. Используйте наш промокод «Призрак», чтобы получить скидку 45% на все тарифы обучения, плюс курс по английскому языку для дизайнеров в подарок. Начните свою карьеру дизайнера интерьеров с Contented и создавайте пространства, которые вдохновляют. Все приходит с опытом. Опыт приходит с Contented. Ça, personne n'avait remarqué avant. Il est vraiment atypique comme il mettait les trucs comme ça, les tablettes. Ouais, faut prendre avec les deux mains. Ouais. Bon. Но это была не единственная комната, вызвавшая у нас восторг. Соседний с ней зал в изумрудном цвете стен и лепниной на потолке также не оставил нас равнодушными. Здесь было собрано огромное количество артефактов прошедших эпох. И старая пианино, и гонг, и керосиновая лампа, и старые шахматы, и пазл, и даже миниатюрный театр, который мы забыли хорошенько заснять на видео. Было ясно видно, что в замке жило не одно поколение, с разными интересами, привносившее в его убранство все новые и новые предметы. Оттого было так интересно его разглядывать. Следующий зал оказался полупустым. Здесь сохранилось только кресло, несколько книг, картины портретов, а также очередная статуя африканского мага. Комната по соседству служила чем-то вроде склада для различных вещей, а после нее, вероятно, следовала небольшая кухня. Природа активно проникала сюда сквозь дыры в стене, и по углам образовались паучьи поселения. Огромную часть замка занимала широкая деревянная лестница, вдоль которой висели картины и портреты. Ее изящные изгибы сопровождали тебя до самого чердака.
Здесь же, в коридоре у ее основания, прямо напротив, висел большой портрет мужчины. Было ясно, что он играл весомую роль в этой семье и, наверное, в постройке особняка, раз под его портрет отвели такое почетное место – у основания. Возможно, в прямом и переносном смысле. Мы тогда еще не знали. Il y a du vitrail dans les chiottes. C'est les chiottes de crâne. Туалет секретный. Oui. Неплохо. А там что? Pas grand-chose, on débarque. Кладовка. Мы поднялись на второй этаж, полностью отведенный под спальни. Коридор перед лестницей представлял собой прямоугольник, от которого во все стороны отходили двери. Некоторые комнаты здесь также оказались или пусты, или завалены хаотично скиданными в них вещами, а некоторые опять заставили наши сердечки биться чаще. Часть комнат была связана между собой своими небольшими коридорами с уборными и гардеробными. Похоже, что это в основном были родительские и детские спальни. В одних стояли маленькие кроватки, иногда с бортиками, и повсюду валялись игрушки. В других, более просторных и красивых, кровати стояли гораздо больших размеров, двуспальные или односпальные. Нам запомнилась спальня с балдахином над кроватью и шкурой леопарда перед ней. Было похоже, что раньше в ней спал глава семейства, кем бы он ни был. Наверное, раньше здесь располагался его кабинет, но сейчас мебели в комнате осталось не слишком много. Лишь журнальный столик да комод, заставленные разными предметами, несколько обшарпанных кресел и стульев. Перед кроватью, оскалившись, лежала шкура леопарда. За дверью пряталась ножная швейная машинка. На камине стояла разбитая статуя, осколки от которой валялись на полу. Мы перешли в следующую комнату и окрестили ее про себя спальня принцессы. Кровать здесь находилась прямо в нише в стене, до сих пор застеленная бело-розовым бельем и со свисающими с потолка шторами. Из мебели остался только массивный деревянный шкаф, распахнутый и с вываливающейся из него белой одеждой. По нежно-голубым стенам ползли пятна плесени. Здесь же была и маленькая коляска-игрушка, стоявшая у кровати и словно служившая чем-то вроде подставки под различные предметы. Ее колеса и переплетения были выполнены из тонких железных прутьев, люлька оказалась деревянная. Настоящее винтажное сокровище. Не каждый ребенок на то время мог позволить себе такие игрушки. Спальня по соседству была обставлена весьма скромно. В большом помещении остались только односпальная кровать и пара столов в разных углах. На одном из них лежали юмористические журналы под названием «Le Petit Journal pour Rire», последний номер которого вышел в 1904 году. Все они были в прекрасном состоянии. Если честно, ходя из одной спальни в другую, мы немного в них запутались, столько их тут было. Но практически в каждой мы находили какие-то интересные предметы, как, например, этот старый кукольный домик. Из-за того, что его немного поломали, выглядел он сейчас как дом с привидениями. Вытащенная из него мебель лежала тут же, поблизости. В выдвинутом ящике стола
просматривались черно-белые фото и открытки. Мне до сих пор жаль, что я удержалась и не рассмотрела их повнимательнее. Следующая спальня дважды завладела нашим вниманием. Погруженная во мрак из-за закрытых ставен, размерами и содержимым она напоминала детскую. Здесь на полу стояла лежанка для кошки, выполненная в форме домика, раритетная и, вероятно, сделанная на заказ. В комнате также находилась кроватка с высокими бортиками, к которой была прислонена вытянутая деревянная коробка. В ней лежали камни. На внутренней стороне крышки красным фломастером были обведены 3 детские ручки. Разные. Как мы узнали позже, один из наследников нашел себя в естественных науках, и у него было 3 детей. Может быть, эти отпечатки сделали они на отцовском чемоданчике, куда он собирал образцы пород, тем самым напоминая о себе отцу во время очередной экспедиции. Ощущения в доме были такие, словно наследники начали его вычищать. Некоторые комнаты уже пустовали, в них не хватало мебели и предметов. Некоторые были все еще хорошо заполнены, словно те, кому они принадлежали, так и не вернулись их разобрать. Но что нам особенно бросилось в глаза – это количество оставленных фотографий, портретов и картин. Практически в каждой комнате на стене что-нибудь висело или осталось стоять на мебели. В такие моменты всегда становится обидно за изображенных на них людей. Так легко наследники оставляют свою память. Во многих комнатах на стенах висели обои, теперь частично облезшие или даже сорванные, а в некоторых местах и вовсе захваченные плесенью. Мы еще не дошли до последнего этажа, но понимали, что крыша сильно протекает. Так и оказалось. Пройдя через очередной лабиринт спален, мы заметили на запасной, более скромной и узкой лестнице в правом крыле особняка подставленную под дыру в крыше ванну, наполненную потемневшей водой. Ням-ням. Видимо, вода очень часто выливалась через ее края по мере наполнения и все равно повредила пол, грозивший рухнуть в любое время под весом той самой ванной. А вот какая ванная комната была за соседней дверью. Здесь просто все заливало. На чердак мы все-таки решили подняться по основной лестнице. Здесь располагалась пара комнат и хозяйственные помещения, в которые мы не смогли зайти из-за поврежденного водой пола. Тут опасный пол. Окей. А, здесь ты смотрел кадры. Пойдем дальше. Спасибо. Комнаты выглядели так, словно их какое-то время сквотировали. На полу лежали матрасы с покрывалами, а вокруг валялось много мусора и упаковок от еды. Смотреть и фотографировать тут, к сожалению, было особо нечего, и можно было уходить.
Когда мы только-только посетили этот дом, мы еще не знали ни его истории, ни истории его владельцев. Мы просто разглядывали предметы и огромное количество портретов, понимая, что имеем дело с большой и, наверное, знатной семьей. Но то, что их особняк оказался просто затянут растительностью, конечно, добавляло ему ореол загадочности. Что же произошло с ними со всеми? А все эти статуи, за которых ему дали прозвище «Особняк волхвов», вообще по найденным предметам казалось, что семья имела какое-то колониальное прошлое. Но, как позже выяснилось, это было совершенно не так. Что ж, пришло время послушать их краткую историю. Особняк был построен в конце XIX века мэром города и никогда не покидал рук одной семьи. Окруженный прекрасным садом с прогулочными дорожками и прудом, изначально он являлся их родовым домом, а потом со временем превратился во вторичную резиденцию, куда наследники приезжали лишь на каникулы. Создатель и первый владелец особняка смог построить успешную карьеру не только у себя в городе, но и в Париже, заняв высокий пост в счетной палате. Открытые перед ним возможности позже перешли и его сыну, сумевшему подняться еще выше. Внуки и правнуки же решили отойти от политики и найти себя каждый в своей науке. Здесь и биологи, и физики, и океанографы, и врачи, и социологи, и археологи, и даже астронавты. Каждое поколение чем-то прославляло свою фамилию. Их семейный особняк находился очень далеко от столицы, где они учились и работали, а потому визиты сюда становились все реже и реже. Часть семьи все еще продолжала жить здесь. Например, правнук, занимавшийся установкой газового оборудования в транспортные средства, а также фермой и производством собственного арманьяка. Но в последние годы, как мы видели из лежащих на столе писем, с торговлей алкоголем дела шли не очень хорошо. С начала 2000-х здесь практически вообще никто не жил. Заезжали еще время от времени, но очень редко. Особняк постепенно начал ветшать. Повредилась крыша, и влага попала внутрь. Буйная растительность обступила со всех сторон. И когда-то прекрасное имение превратилось в не менее прекрасную заброшку. Ну вот, друзья, это была очень краткая, общая история особняка и его жильцов. Но, как я сказала в самом начале, здесь проживало несколько поколений одной семьи. И чтобы во них всех не запутаться, я даже частично составила их родословную, ту ветку, которая меня интересовала. И начав копать про каждого, я нашла слишком много информации, которой мне хотелось бы теперь с вами поделиться. Потому что это была такая удивительная семья, где каждый в чем-то отличился, каждый в чем-то преуспел. И именно поэтому сейчас я закончу это видео, которое как бы будет первой частью этой большой истории, а позже мы выпустим второе. И там мы подробнее разберем истории владельцев, а также другие дополнительные сопутствующие истории, в которых они были участниками. Работа, конечно, предстоит большая, трудоемкая, мы уже ее начали, но конкретных сроков, когда все будет готово, я пока дать не могу. Ну и тогда вы, возможно, поймете, что, занимаясь каждый своими делами, владельцы просто однажды взяли и забыли про свой родной дом. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Это очень важно для продвижения канала. Ну и обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. Так вы не пропустите вторую часть этой истории, ну и другие сюжеты о заброшенных местах. Увидимся в следующих выпусках. Пока!